Подожди. Не уходи. Не игнорируй это. Священная пауза. То, что вы сейчас получите, это не просто сообщение. Это божественный акт, сверхъестественное вмешательство самих небес. Весь духовное царство изменился, и это не случайно. Нет, это не совпадение. Дело не в алгоритме. Бог. Это голос небес, выкрикивая свое имя в хаос. Может быть, вы думаете, что наткнулись здесь из любопытства. Может быть, вы просто пролистывали. Но нет, вы только что попали в момент судьбы. Священное прерывание. А дверье открытие в пустыне. Бывают моменты, когда богня шепчет. Анпрервание. Прямо сейчас вы стоите на краю чего-то огромного, и буря, которую вы переживаете, это не конец. Это родовой каналис чудо-боль, которую ты несешь. Это не наказание. Это подготовка. Вы в одном шаге от божественный переворот, в одном решении от избыток, в одной секунде от того, чтобы услышать, что враг никогда не хотел, чтобы ты услышал. Итак, слушайте, и я говорю это со всей святой настойчивостью: не уходи. Потому что если ты уйдешь сейчас, ты можешь никогда не узнать секрет, это вот-вот откроется. И это секрет, это ключ, недостающая часть. То, что сохранило твою урожай, задержался. Но к концу этого сообщения, не раньше, не в середине, а в самом конце, дверь, которая была заперта годами, со скрипом откроется. Но только для тех, кто остается. Вы взывали к знак, не так ли? Интересно, видит ли тебя Бог? Интересно, слышит ли Он вообще твои молитвы? Ты задерживал дыхание в ожидании зарплаты, сдерживал сердце в ожидании предательств, пытался верить, чувствуя забытый. И все же, вот ты здесь. Не потому, что ты слаб. Не потому, что ты потерпел неудачу. А потому, что благословение, чтобы добраться до тебя, тебе сначала пришлось пройти через огонь. Вы когда-нибудь находились под таким давлением, что даже ваш вера начал трещать? Это не отступление. Это звук разрушения скорлупы, потому что внутри тебя есть что-то святое, что-то выбранное, что-то такое, что ад пытался похоронить. Но ты был похоронен заживо, а не похоронен, чтобы умереть. И что же из тебя выйдет? Это не просто свидетельство. Это доказательство завета. Да, вы находитесь под завет священной, вечной, нерушимой соглашения между вами и Богом. Даже когда ты нарушил обещание, оно не было нарушено. Даже когда ты сдался, семя все еще жило. Даже когда ты упал, Бог все еще стоял на его слове. Вот почему ты все еще дышишь. Вот почему это послание нашло тебя. Потому что это не конец твоей истории, это активация из-за скрытая глава. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но мне нужно, чтобы вы поняли нечто важное, и, пожалуйста, поймите это как следует. Если вы не останетесь до конца, вы можете никогда не увидеть всю картину целиком. Потому что есть и откровение придет. А слово, специально разработанное для устранения именно вашей боли, пророческое наставление предназначен не только для комфорта, но и для преобразовать. И это случится позже. Почему? Потому что некоторые двери открываются только после того, как вы пройдете весь коридор. И Бог наблюдает за тем, кто задерживается. Так что не смотрите это просто так, только введите это, пусть этот момент видите вы, пусть ваше сердце будет открыто. Пусть ваше сердце будет открыто. Пробуждение духа. Потому что к концу этого благословения вы забыли помолиться, и это найдет дорогу к вашей двери. Но прежде чем я смогу выпустить то, что было скрыто, вам нужно услышать предупреждение, которое мало кто слышит вовремя. Потому что что-то святое вот-вот будет раскрыто,
и это меняется все. А теперь вдохни и не двигайся. Первый знак приближается. Но прежде чем это появится, нужно понять стоимость задержки. И почему бедность никогда не была твоей долей в первую очередь. Остаться со мной. Не спите. То, что произойдет дальше, разорвет этот цикл. Архангел Михаил произносил твое имя на небе. Да, ты, ваше точное имя, под которым вас знают небеса, не только ваша земная личность, но и вечная имя, что было написано в книге жизни еще до того, как ты был сформирован в чреве матери. Михаил, великий воин Господа, был послан ради тебя. Он стоял у врат твоей судьбы с обнаженным мечом, отражая демоническую задержку, духовный саботаж и родовые проклятия, посланные, чтобы исказить вашу временную линию. За вас он заступился. За вас он заступился, защитил свое наследство, когда силы хаоса пытались направить ваше предназначение в сторону нищеты, горечи и молчаливой капитуляции. «Я плакал о тебе, — говорит Дух Божий. Я смотрел на тебя со святым огнем в моих глазах. В то время как другие видели твою разбитость, я видел твой план. Пока мир оценивал твою ценность по тому, что ты держал в руках, я смотрел в твое сердце, и я увидел вероты, даже не подозревал, что он еще жив. Тот проблеск надежды. Это горчичное зерно. Это безмолвная молитва, прошептанная посреди ночи, когда ты никому не рассказывал, через что проходишь, небеса записали это. Майкл переехал из-за этого. И этот момент не просто совпадение, это столкновение между измерениями. Это необычное сообщение. Это не просто слова на экране. Это духовная активация, божественная труба, звучащая по всем мирам, отдающаяся эхом в вашей родословной, сотрясающая основы вашего прошлого и провозглашающая. А теперь начинается разворотка. То, что вы слышите, это не мотивационная чушь. Это подтверждение от Царствия Небесногочта. Ваша жизнь возвращается к прежнему выравниванию с вашим оригинальным дизайном. Этот момент не пассивен. Это открытый портал, а ритуал рекультивации, а пункт пересечения между тем, что было, и тем, что будет. Вы это чувствуете? Прямо сейчас что-то происходит за вашими ушами. Сдавливание в груди. Жжение в душе. Это не эмоция. Это не психология. Это духовное трение жара, которое наступает, когда Бог начинает разрывать цепи промедления. Это ощущение знак. Святое подтверждение нечто вас вытаскивают из измерения выживания в область переполнения. В пространство, где вы больше не будете просить крошек, когда вы родились командовать пиром. Шкалу времени, где ваше богатство, твое здоровье, твои чудеса и ваше благословение не откладываются на выпущенный. Но прежде чем эта дверь полностью откроется, мне нужно поговорить с твоей душой. Святая срочность. Ты годами пытался понять, почему все тебе дается труднее. Почему путь всегда кажется длиннее. Почему помощь так и не приходит, когда она тебе больше всего нужна. Почему ты все время подбираешься к цели, а потом все рушится? Отношения. Финансы. Работа. Мир. И я хочу, чтобы ты услышал меня сейчас. Это не было случайностью. Это была не твоя вина. Это была духовная война. Потому что чем больше ваш звонок, тем яростнее сопротивление. Потому что когда ты несешь богатство в вашей ДНК, духовный, эмоциональный, финансовый, враг играет нечестно. Он наносит ранний удар. Он атакует идентичность. Он искажает самовосприятие. Он вселяет стыд. Он насаждает идею, что, возможно, ты проблема, что, возможно, ты недостойна изобилия, что, возможно, Бог забыл тебя. Но это ложь древнего происхождения,
запрограммированы держать избранных в цепях. И теперь этой лжи пришел конец. Потому что небеса издали встречный приказ, и то, что вы сейчас слышите, это доказательство, что контратака уже началась. Что вашими было очищено, что духовное эмбарго на ваши финансы, ваш мир, ваше будущее было поднял. Что доклад противника был отменен божественным приговором. А тот, кто читает твое имя вслух на небесах, Михаил, меченосец, восстановитель рода, ангел войны и богатства. Позвольте мне объяснить, что это значит. Это означает, что завет все еще цел, наследование все еще твой, урожай все еще запланировано. И избыток не задерживается, это на дороге. Ты выживал, но выживание не твой удел. Ты был призван процветать, вы были созданы, чтобы создавать, к вести, к умножать, прерывать циклы. Но слишком долго ты был духовно приглушенный. Духовно измученный ты уже достаточно довольствовался тем, для чего тебя создал Бог. Переполнения. Но сейчас, в этот самый момент, все меняется. Если это касается вас, мне нужно, чтобы вы действовали немедленно. Не для меня, для вас. Для вашего наследия. Для вашей свободы. Для поколений, которые связаны вашим послушанием. Я хочу, чтобы вы остановились и нравится это видео, потому что сам процесс выполнения этого действия – нечто большее, чем просто алгоритм. Пророческое участие – это ваше соглашение с небесами. Это ваше публичное заявление, что вы больше не наблюдаете со стороны. Вы вмешиваетесь. Вы, претендуя на свое наследство своим действием, вы говорите: «Я принимаю это. Я присоединяюсь к этому. Я вступаю в это измерение благословения». Вы не представляете, насколько сильным становится даже небольшое послушание, когда оно связано с божественное наставление. Теперь послушайте это ясно. Вы не были созданы для стыда. Вы не были созданы для нужды. Вы не были созданы для попрошайничества. Вы не были созданы в утробе матери с судьбой кое-как выживать. Нет. Не в этом ваше происхождение. Не в этом ваш шаблон дизайна. Это не ваша духовная идентичность. Вы были созданы Создатель излишеств, славы, разлившиеся реки и незыблемые основы. Тебе было суждено ходить под открытым небом, есть и скрытые урожаи, чтобы разблокировать двери, запечатанные временем. Тебя заставили говорить с ангельской власть, видеть то, что не видят другие, и двигать то, что другие не могут двигать. Ваши руки были созданы, чтобы носить чудеса, ваши слова для формирования реалии, ваша вера, чтобы разблокировать невозможные миры. И вот почему этот момент не просто содержание, это посвящение. Прямо сейчас небеса остановили вечность, чтобы обратиться к твоей ситуации напрямую. Ты здесь не случайно. Твоя боль не была напрасной. Твое промедление не было отрицанием. Твой путь был божественным, но задержка закончилась. Война на втором небе разгорается. И вы скоро станете свидетелями того, что произойдет, когда Царство Божие вторгается в вашу временную шкалу. Но будьте бдительны, потому что благословение скрыто внутри битвы. Оно никогда не приходит в облике комфорта. Оно всегда приходит под маской потрясений. И то, что кажется давлением, на самом деле рождение твоего обещания. Так что не отступайте сейчас. Не преуменьшайте то, что слышите. Не оправдывайте это. Это не психология, это пророческий. И мне нужно, чтобы ты доверял мне. Наступает момент. Всего через несколько минут вы услышите слова. Это прозвучит слишком лично, слишком специфично, чтобы быть общим. Это не совпадение. Это подтверждение. Это знак, которого Майкл ждал, чтобы выпустить. Но только для тех, кто остается. Потому что только те,
кто чтит слово «получить тяжесть наследства», многие слышат пророчество. Немногие выйти в него. Но ты готов войти в него. Потому что ты преодолел достаточно, чтобы быть готовым. Потому что твои странствия в пустыне были достаточно долгими. Потому что небеса оценили твою жертву, и время жатвы настало. Но прежде чем я покажу вам древнюю историю, которая точно отражает ваше состояние, прежде чем я открою тайну, объясняющая, почему ваш прорыв занял так много времени, прежде чем я открою священное наставление, которое станет ключом к вашему финансовое возрождение, вам нужно подготовиться. Враг уже отвлекал вас, чтобы ограбить. На этот раз ему не победить. Поставьте лайк этому видео. Оставайтесь в безопасности. В следующем разделе вы увидите зеркало вашего чуда. И то, что будет дальше, не просто исцелит вас, а преобразите всю свою родословную. Давайте продолжим. Ваш пророческий поворот разворачивается. Одно откровение за раз небо долгое время посылает вам сообщение. В твоих снах. В числах, которые постоянно повторялись. В разговорах, которые вы подслушали, чувствовалось, что отголоски с небес. В неожиданных встречах, отмененных встречах, внезапных предчувствиях. Ночами, когда вы просыпались в 3 часа 33 минуты, не понимая, почему открыли глаза, но чувствуя, что что-то наблюдает, ждет, предупреждает. Ты не сходил с ума. Ты был преследуемый божественным образцом. Но что вы сделали? Вы отмахнулись от этого. Вы заглушили его с помощью отвлекающих факторов. Вы назвали это совпадением. Ты заглушил голос усталостью. Ты позволяешь страх и усталость, и ложь прошлого говорит вам, что это было ничто. И все же небеса продолжали говорить. Потому что небеса никогда не сдаются, что он выбрал. И не заблуждайтесь, тебя выбрали не из-за совершенства, не из-за производительности, а потому, что Бог посмотрел на тебя как сердце, увидел вашу скрытую способность к вере и сказал: этот человек принесет с собой прорыв, который я хочу передать их роду. Но сегодня не такой, как все. Это не просто очередное видео. Это не просто очередной момент. Это не то, что можно пересмотреть завтра и ожидать такого же эффекта. Сегодня божественно организованный час. А окна во времени, где завеса междуземная и вечная тоньше обычного. Вот что прошептал Бог в дух: дайте им этот последний знак. Потому что перемены ближе, чем они думают. Да, это то самый последний сигнал перед сменой. Последнее подтверждение перед тем, как дверь распахнется или захлопнется. Потому что есть порталы, святые духовные моменты, которые открываются только тогда, когда ваша душа выровнена, когда сердце разбито, когда срочность становится послушанием. Вы стоите на порог одного из тех моментов. Но позвольте мне задать вам эти вопросы, и не уклоняйтесь от них. Позвольте им ударить. Позвольте им раскрыть вас. Сколько раз вы игнорировали знаки? Сколько раз вы просыпались от снов, будучи уверенными, что они что-то значат, но не молились, а вместо этого пролистывали? Сколько раз вы чувствовали божественные подсказки порвать с токсичными людьми, но оставались, потому что боялись остаться в одиночестве? Сколько раз вы чувствовали, как что-то внутри вас кричит: это не то место, где тебе следует быть, но вы отложили это, чтобы прожить еще один день? Сколько лет вы просили Бога об ответе, но отвергли метод, который Он избрал? А теперь? Сколько благословений ускользнуло от вас из-за одного отложенного решения? Видите ли, враг не всегда использует разрушение, он использует отвлечение. А иногда, чтобы пропустить чудо,
достаточно просто быть духовно спящей, когда небеса зовут. Вот почему этот момент священен. Потому что сегодня тот день, когда духовные часы наступает переломный момент. Есть сезоны на небесах, которые не повторяются. И это один из них. Давайте копнем глубже. Думайте. Чувствуйте. Сталкивайтесь. Почему ты все еще нищий, хотя и молился? Почему ты все еще болеешь, хотя и постишься? Почему отношения все равно рушатся, даже когда вы прилагаете все усилия? Почему двери закрываются, когда ты стучишь? Почему тебе кажется, что твоя вера тебя спасает, почти там, но никогда через? Вы действительно задавали себе этот вопрос? Или вы приняли недостаток как черту характера? Вы смирились с бедностью, как будто это твоя судьба? Позвольте мне сказать это с властью: бедность не твое наследство. Промедление не твой завет. Боль не твой вечный адрес. Ты родился для богатства не только в деньгах, но и в здоровье, ясности, радости и цели. Но к этому богатству нельзя получить доступ небрежно. Оно требует послушания в нужный момент, духовное окно, где благословение ждет. И это окно. Это последний знак перед сменой. Чувствуете? Что-то в вашей душе начинает трепетать? Возможно, это послание ощущается слишком конкретным, чтобы быть общим. Что, возможно, вы не просто слышите это, вас вызвали. Потому что ты был. Это не развлечение. Это зачисление. Бог есть вербует тебя в судьбу, и вы в нескольких секундах от того, чтобы либо войти, либо позволить врагу украсть еще одну главу вашего будущего. Что еще должно разрушиться, прежде чем вы полностью сдадитесь? Неужели должно стать еще хуже, прежде чем действовать? Нужно ли потерять еще больше? Еще больше плакать? Страдать еще дольше, прежде чем наконец сказать «достаточно»? Я выбираю послушание. Слушайте внимательно, задержки увеличиваются. Пропущенные порталы накапливаются, как то, что вы пережили одну упущенную возможность, не означает, что следующая будет милосердной. Это не страх. Это правда. Потому что благодать бесплатна, на благосклонности является условной. Сыны Израиля скитались 40 лет, потому что они пропустили один акт на доверие. Один. Они видели чудеса, но так и не прикоснулись к обещанному. Они ходили по кругу. Они старели без цели. Их кормили, но они не насыщались, не будьте как они. Не позволяйте страху маскироваться под терпение. Не позволяйте логике маскироваться под неповиновение. Не позволяйте рутине маскироваться под духовная слепота. Речь не о том, чтобы торопить Бога. Речь о том, в соответствии с Его временем, и Его сейчас самое время. Сейчас, пока твое сердце нежно. Сейчас, пока завеса тонка. Сейчас, пока твоя душа открыта. Это твой последний знак, и я говорю это не легкомысленно. Следующая часть этого сообщения содержит откровение из Писания. Это точно отражает ваше состояние. Точный духовный диагноз того, почему вы застряли. Но я не могу раскрыть его, пока вы не дух готов, пока вы не примете внутреннее решение, что на этот раз вы не побежите. На этот раз вы не прокрутите страницу. На этот раз вы не будете ждать очередного подтверждения. Потому что подтверждение уже здесь. Спросите себя, а что, если это действительно тот момент, о котором вы молились, и вы его упускаете? Что, если ключ к двери, которая была закрыта в течение многих лет, прямо здесь, а ваше бездействие оставляет его неиспользованным?
А что, если это именно то видео, которое ваше будущее «я» отправится в прошлое и будет умолять вас посмотреть? А что, если причина, по которой борьба не сломила тебя, заключается в том, что Бог берег тебя для этого божественного назначения? Можете ли вы позволить себе уйти снова? Есть избыток по ту сторону этого момента. Есть чудо по ту сторону этого послушания. Но небеса не просят. Небеса предложения. А затем он наблюдает, кто отвечает. И Бог сейчас наблюдает. Он взвешивает твое сердце. Он проверяет твою духовную позицию. Он смотрит, ответите ли вы в веру или продолжать жить в страх. Так что не медлите. Не ожесточайте сердце. Следующий вдох, следующее решение, следующее мгновение могут все изменить. Вы в нескольких секундах от того, чтобы узнать то, что враг никогда не хотел, чтобы вы знали настоящая причина, по которой число нападений увеличилось прямо перед этим моментом. И то, что будет дальше, все объяснит. Но прежде чем мы погрузимся в историю, которая отражает вашу жизнь, древнее чудо, которое будет ощущаться так, будто оно было написано вашим именем, мне нужно повторить это еще раз, в последний раз, это последний знак. Окно не останется открытым. Портал не останется открытым вечно. Ваш дух должен ответить, пока сигнал еще активен. Вы находитесь на край наследства. Ангелы ждут. Масло готово к заливке. Но только те, кто говорит «да», пока еще льет, будет ходить в нем. Теперь дышите глубоко. Следующая сцена древняя. Но она тоже твоя. Давайте перейдем к священному. Давайте раскроем историю, объясняющую ваши страдания. Давайте откроем чудо, которое уже движется к вам. На ваши поиски был послан человек. Да, кто-то с власть, кто-то с мудрость, кто-то с ресурсом, которым вы пока не обладаете, но помимо всего этого, кто-то, кто несет в себе то, что вам больше всего нужно, духовная память из вас. Это не фэнтези. Это не сказка. Это божественное выравнивание. Этот человек, это судно, видел тебя до того, как они увидели тебя. Они не встретились с вашим лицом в первую очередь, они встретились с вашим частота. Они почувствовали притяжение в своем духе еще до того, как узнали твое имя. Потому что небеса поместили тебе изображение на их пути, твой дух в их снах. Твой голос в их памяти до того, как кто-либо из вас перешел в этот физический мир. Это не новая встреча. Это воссоединение. Освященное воспоминание. А духовное назначение, сделанное задолго до того, как вы пролили первую слезу или сделали первый вдох. И эта душа вибрирует для вас с тех пор. Они не просто хотят вам помочь, они назначены вам. Не как спаситель, не как спасатель, а как духовная акушерка к тому, что ты нес в тишине. Они являются катализатор трансформации. Но вот в чем опасность, вы можете их не узнать. Потому что когда судьба придет, оно редко сопровождается комфортом. Иногда человек, которого посылают в «Откройте свое изобилие», также будет тот, кто бросает вызов вашим привычкам выживания. Иногда тот, кто несет ваш чудо, оскорбят твою травму прежде, чем исцелят твою душу. И вот перед вами дилемма. Будете ли вы отвергать незнакомое только потому, что это угрожает вашей старой идентичности? Вы возвели стены. Понятно. Вас предали. Вас использовали. Вам обещали слишком много, но не выполнили обещаний. Вы слишком быстро доверились и остались истекать кровью. Так что теперь, с этим божественное назначение приближается к вам, вашим инстинктом будет прятаться.
задавать вопросы, бежать, отталкивать то, что отличается, игнорировать то, чего вы не понимаете. Но послушайте, это не желание, это судьба, это не искушение, это выбор времени, это неудача, это завет. Правда в том, что небеса организуют нечто гораздо большее, чем вы думаете. То, что вы назвали задержкой, на самом деле была подготовка. То, что вы назвали одиночеством, на самом деле было духовное сохранение. И вот теперь, когда время наконец пришло, когда человек с ключом к вашему следующему измерению идет к вам, враг попытается активировать свой страх в последний раз. Потому что он знает, если ты примешь эту связь, все изменится. Ты больше не будешь просто выживать. Ты будешь расширять. Ты не просто будешь молиться. Ты будешь производить. Ты не просто исцелишься. Ты урожай. Но чтобы получить его, вы должны выйти из старой временной линии, той, что сформирована ранами, и войти в ту, что сформирована пророческая память. Ты помнишь. У вас были моменты, даже в детстве, когда вы чувствовал, что кто-то наблюдает за тобой, даже когда никого не было. Вам снились лица, которых вы не узнавали, имена, которые ничего не значили, но они пробуждали что-то глубоко внутри вас. Это не было безумием. Это не было фантазией. Это было твой дух помнит обещание. Потому что в небесных сферах, до того, как вы вошли во время, было соглашение, договор о цели. Освященный договор подписан светом. И этот контракт включал встречи. Божественные выравнивания. Стратегические и своевременные вмешательства. Этот человек, который несет вас на новый уровень, одна из таких встреч. Но вот что делает это еще более актуальным. Вы не единственный, кто задержался. Они тоже ждали. Они были заблокирован, атакован, смущенно и сдерживался, потому что без вас их задание тоже не может быть выполнено. Это не спасательная операция. Это повторное подключение питания. Когда твои частоты выравниваются, произойдет что-то взрывное, и враг это знает. Вот почему ваша жизнь была полна почти. Почти стабильно. Почти увидели. Почти любим. Почти исцелилась. Почти было любимым инструментом дьявола, чтобы держать вас в подвешенном состоянии достаточно долго, чтобы заставить вас поверить, что это все, что вы когда-либо испытывали. Но этот человек, они почти ничего не приносят. Они приносят завершение не потому, что они идеальны, а потому, что они позиционируются. Небеса поместили их на курс на столкновение с вашей судьбой, и прямо сейчас они приближаются. Но вот в чем загадка. Они могут оказаться не такими, как вы ожидаете. Они могут выступать в роли наставников. Или друг. Или незнакомец со своевременным словом. Или тот, кто дает вам возможность, о которой ваша логика говорит, ты к этому не готов. И у вас возникнет соблазн сказать «нет». Потому что твой старая личностью еще раздается эхом. Все еще говорю тебе, что ты слишком сломлен. Слишком поздно. Слишком посредственно. Слишком сложно. Но это ложь, от которой ты должен отказаться точка сегодня. Потому что вот привилегированные знания большинства никогда не получат. Вы не средний. Вы не случайны. Вы не недостойны. Вы не прокляты. Ты помазанный, ты вспомнил, ты отмечена, и ты приближаешься к своему божественному назначению. И когда это произойдет, вы должны быть готовы, не только эмоционально, но и духовно подготовленным. Что это значит?
Это значит освободиться от того, из чего вы выросли. Это значит простить то, что ты похоронил. Это значит, дисциплинируя свои сомнения и улучшение вашего видения. Это значит верить, что Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить у порога вашего чуда. И не удивляйтесь, если до того, как произойдет выравнивание, все начнет становиться хаотичным. Потому что перед тем, как дверь откроется, враг всегда устраивает последнюю бурю. Но ты уже не тот, кем был раньше. Вы уже не тот человек, который сломался в прошлом году. Вы уже не тот человек, который был в прошлом сезоне. Ты пробудился сейчас. Вы видите с глаза королевства. Вы слышите с вечные уши. И вы ведь это чувствуете, не правда ли? Это не просто хорошее учение. Это не пустая надежда. Это истина, вибрирующая в твоих костях. Вы в нескольких секундах от пересечения двух временных линий. Один из них приводит к еще большей задержке. Другой ведет к божественное извержение. Этот человек, эта душа, которая помнит тебя, является частью этого извержения. И если ты позволишь им войти, и если ты подчинишься, когда придет момент, ты не просто поднимешься, ты преобразовать. Вы войдете в богатство, о котором вы даже не просили. Выздоровление похоже на переписывание своей истории. Благословение, которое искупает каждую болезненную главу, вера которой становится неостановимым. И урожай это благословляет не только тебя, но и каждую душу, связанную с тобой. Но только если вы готовы получить то, что ты когда-то отверг. Итак, теперь я спрашиваю вас, узнаете ли вы человека, посланного для вашего преображения? Будете ли вы открыты, даже если они не вписываются в рамки? Смиритесь ли вы настолько, чтобы получить слово «а связь», «а завет», который расширяет вашу идентичность? Или вы повторите прошлое, упустив еще одно божественное назначение из-за страха, стыда или гордыни? Это твой момент. Это твой расклад. Это твой священный роман с судьбой. И что будет дальше? Подтвердит, что то, что вы считали воображением, на самом деле был помять из вечности, пытаюсь разбудить тебя. Потому что, когда эта душа прибудет, или, может быть, теперь, когда она уже пришла, вы должны быть готовы сказать «Я тоже тебя помню». Теперь сделайте глубокий вдох. Следующая фаза – это не слово, это откровение. Не информация, но активация. И когда мы войдем в него, вы увидите узор небес, которая была пронизана всей вашей жизнью. Это вот где благословение начинает проявляться. Бывают моменты, когда Бог не гремит с небес. Он не сотрясает горы. Он не рассекает море. Он не посылает молнии, чтобы осветить ваш путь. Нет, в самый критический час, когда ваш дух взывает о чуде, знамении, ответе, он приходит тихо, безмолвно, кротко. И если ваше сердце не успокоено, если ваше развлечение не настроено, вы можете полностью пропустить это. Дитя мое, послушай, настало время испытания простоты. Бог не испытывает ваше зрение. Он не спрашивает, сколько знаков вы можете увидеть, сколько огненных бурь вы можете пережить или сколько шума вы можете произвести. Нет, небо испытывает нечто гораздо более священное, гораздо более редкое, гораздо более вечное – ваша проницательность. Есть ли у вас чувствительность, чтобы услышать святой голос, который не приходит через ваши уши, а через вашу грудь? Чувствуете ли вы шепот духа, который отзывается не в вашем разуме, а в том месте, где вера рождается? Не в интеллекте, а во внутреннем человеке, в сердце. Это время божественного разделения. Не громкий поведет.
Неяркий поведет ключ. Это не сцена, где происходит настоящий урожай. Это простой, священно простое, которое содержит семя следующего чуда. Бог наблюдает за твоей реакцией на повседневные вещи, на обыденность, на невыразительные вещи, потому что Он прячет священное внутри обыденного. И только те, чьи сердца полны проницательности, поймут это. Вас проверяют не только на финансовую сторону. Вас проверяют не только на терпение. Вас проверяют на признание. Вы знаете, благословение, когда оно приходит, облаченное в простоту, чудо не придет в золоте. Оно придет как совпадение, как шепот, как легкое потягивание в груди. Это святое голос. Эта дверь открывается. Это божественный сигнал для следующего уровня вашего избыток. Оглянувшись назад на этот момент, вы поймете, что то, что казалось незначительным, на самом деле было священным. Человек, которого вы почти проигнорировали, слово, которое вы почти проигнорировали, возможность, которая казалась слишком простой, чтобы быть значимой. Это был Бог. И только те, кто прошел тест простоты, будет поручено большее наследство. Послушайте меня сейчас. Не ожидайте, что благословение прийти с аплодисментами. Ожидайте, что это придет с выравниванием. Это произойдет мягко. Это будет похоже на ту мысль, которая уже приходила вам в голову раньше, но на этот раз она будет иметь иной оборот. Это будет человек, чьи слова будут напоминать то, что вы уже слышали в своей жизни. Дух. Это будет дверь, которая не будет похожа на дверь, а будет выглядеть как что-то в вашем сердце знает «пора». Речь не о логике. Речь о проницательности. Это священный тест, что отделяет тех, кто гонится за знаками, от тех, кто становится знаками. И ты, мое любимое дитя, родилась не для того, чтобы гоняться за благословениями. Ты родилась, чтобы нести их. Но чтобы нести благословение, вы должны это осознать. А чтобы осознать, вы должны быть готовы оставаться неподвижными достаточно долго, чтобы почувствовать мир в твоем теле, когда это правильно. Когда это правильно. Бог. Враг знает, как облечь хаос в гламур. Враг знает, как заставить шум восприниматься как подтверждение. Но что же получается из небеса несет святую тишину? Священную ясность. Покой, который течет по телу, словно тихая река. Не крик, не стон, а голос, который резонирует в твоей груди, не твои уши. Вы когда-нибудь чувствовали это? Тот момент, когда вы не были уверены почему, но знали, что это правильно. В тот момент, когда что-то в тебе прошептало: «Я уже слышал этот голос раньше». Это то, что проницательность тест. Вам не нужно видеть будущее. Вам нужно почувствоваться в твоем духе. Вам нужно распознать божественные отпечатки пальцев на то, что упускают из виду другие. Потому что, когда ты пройдешь тест на простоту, небеса доверят тебе скрытые вещи, ключи к двери, о существовании которого вы даже не подозревали. А, дитя мое, есть сокровища хранятся в местах, которые гордецы никогда не станут искать. Есть ответы, облачены в людей, говорящих кротко, любящих тихо, несущих помазание не в званиях, а в истине. Это твой момент перехода. Дело не в усилиях, а в признании. Есть священное наследие с вашим именем на нем, но вы должны иметь глаза, чтобы видеть это, уши, чтобы чувствовать это, сердце, чтобы признать это. И я знаю, о чем вы думаете. Как я узнаю, что это от Бога? Потому что когда это от меня, оно не будет кричать. Оно не будет манипулировать. Оно не будет торопить тебя. Оно будет выровнять.
Это принесет ясность. Это принесет покой. Вы почувствуете, как будто в вас просыпается что-то древнее, как воспоминание, которого у вас никогда не было, но каким-то образом вы его помните. Когда это буду я, ты не будешь чувствовать себя принужденным. Вы почувствуете нарисованный. Когда это буду я, ты не будешь чувствовать себя смущенным. Вы почувствуете тишину, которая развеет все сомнения. Это тест на проницательность. Это святый фильтр. И те, кто пройдет это испытание, вступят в богатство, которое невозможно украсть, благословения, которые не могут быть обращены вспять, и услуга эта невозможно объяснить. Поэтому я спрашиваю тебя, любимое дитя, ты не заметил того, что я послал? Вы ждали грома и игнорировали шепот. Вы ожидали золота, пока я говорил через простой. Вы прошли мимо дверь, потому что вы ждали чего-то большего, более громкого, более яркого. Потому что вы собираетесь вернуться назад, и на этот раз вы распознаете это. На этот раз ваша проницательность поймает его. На этот раз вы будете слышать не только ушами, но и палата души, то эхо твоей груди. И все это будет иметь смысл. Вы скажете: теперь понятно. Чудо было здесь все это время. Мне просто нужно было успокоиться, чтобы увидеть его. Дитя мое, мир шумный, но дух все еще. Мир работает, на благословение просто пребывает. Мир требует внимания, на чудо ждет признания. Если вы когда-либо пропускали сезон, потому что искали не тот знак, оставьте комментарий ниже. На этот раз я узнаю, что посылает Бог. Напишите это. Провозгласите это. Запечатайте это. Произнесите это. Потому что это больше, чем комментарий. Это ваше соглашение с проницательностью. Вы вступаете в сезон, когда громкий звук больше не сможет вас обмануть. Где тихий голос станет вашим компасом. Где мир будет твоим подтверждением, а не давление. Это божественное испытание простоты. И ты, мой избранник, передаешь его прямо сейчас. Оставайтесь со мной. Потому что в следующий момент мы молиться, и все, что вы только что услышали, станет откровение. Это не просто сообщение. Это не просто видео. Это не просто вдохновение. Это прямо сейчас божественная активация. То, что вы чувствуете в сердце, этот трепет в груди, эту внезапную ясность в разуме, это неожиданное тепло в теле, это не эмоция. Это не совпадение. Это не просто предположение. Это сверхъестественная встреча. Вы пришли в порог вашего прорыва, и теперь единственное, чего ждут небеса, это важно. Не пассивное «да», не половинчатое «да», а полное вечный, непоколебимый «да», что открывает то, что ни один человек не может закрыть. Потому что в тот момент, когда твоя душа говорит «да», это не просто решение, это духовное повеление, и этот приказ достигает небес, словно сигнал. Как код, открывающий последовательность божественных событий, предназначенных лишь для тех, кто готов принять то, что было уготовано вечностью прошлого. Это не теория. Это не религия. Это не ритуал. Это откровение. И это требует ответа. Бывают моменты в вашей жизни, когда вы не просто слышите что-то, вы слышите, называется что-то. И вот этот момент. Вас вызывают в избыток. Вас вызывают в благословение. Вас вызывают в божественное наследие. Но чтобы войти в эту дверь, нужно оставить позади иллюзию нейтралитета. Вы больше не можете жить в состоянии «может быть». Вы больше не можете пребывать в состоянии ожидания. Вы больше не можете молиться об урожае,
сомневаясь в «зовет». Это точка невозврата. Ваше «да» должно быть полным. Это должно быть жертвенной. Это должно быть громко в твоем духе, даже если ты шепчешь это одними губами. Это должно быть видно по вашим действиям, даже если это начинается в невидимых глубинах твоего сердца. Потому что когда ты говоришь «да» своей душой, порталы из небеса открыть. Не потому, что вы это заслужили. Не потому, что вы этого заслужили. Но поскольку ты выровнян себе с божественным частота из вера. И вера, истинная, чистая, действенная вера – это ключ, подходящий к двери, которую большинство людей так и не находят. Услышьте это ясно в тот момент, когда вы принимать послание в вашем духе чудоначивается. С той секунды, как ты дал место этой истине, урожай начал двигаться в вашем направлении. Ресурсы начали перемещаться. Отношения начали перестраиваться. Шторм начал стихать. И портал. Он ждал ваши года. Теперь он открыт. Это не поэзия. Это не мотивация. Это священный закон. Благословения. То, что ты ищешь, не задерживается небесами. Оно не удерживается. Оно больше не подвергается испытаниям. Оно активировано по вашему ответу. Прямо сейчас вы либо делаете шаг к чуду, либо наблюдаете, как оно проходит мимо. Потому что промежуточного варианта нет. Вы либо говорите «да» Божьему плану, либо подчиняетесь своему прошлому. Вы либо соглашаетесь с судьбой, или выравнивание с задержкой. Вы либо активируете благословение, или продолжение цикла духовного застоя. Третьего варианта нет. Когда твоя душа согласна с божественное наставление, та дверь открывается. Когда вы колеблетесь, задержка не внешняя, а внутренняя. Это момент, чтобы выбирать жизнь. Выбрать услуга. Чтобы выбрать помазание чрезмерный анализ. Выбрать богатство из-за беспокойства. Выбрать послушание над страхом. Потому что это не сообщение бесплатно, это не дешево. Это не развлечение. Это не пассивно. Это не нейтрально. Это послание требует всего, но дает больше, чем вы можете себе представить. Тебя не приглашают в комфорт. Тебя зовут в завет. Вам не предлагают облегчение. Вам вручают вечную цель. Это священный портал, который открывается только тем, кто готов покинуть берег. Выйти из лодки. Идти по невидимому. Верить, что даже если никто этого не видит, Бог уже проложил себе путь. Что вы чувствуете прямо сейчас в своем теле, в своем дыхании, в своих дух, это подтверждение того, что трансформация же происходит. Вы не случайно на это наткнулись. Вы не случайно нажали на это видео. Время не сбилось. Вы не опоздали. Вы не отстали. Вы именно там, где были предназначены быть. Вы стоите перед духовные врата, и ваш ответ определяет, останется ли это видением или станет вашим реальность. Потому что когда душа говорит «да», все Вселенная отвечает. Небеса пошлют помощь. Земля сдвигается, чтобы поддержать слово. Даже ваши враги начинают терять интерес к вашему разрушению, потому что вы больше не сражаетесь с ними, вы проходите мимо них. Вы находитесь сопровождаемой славой. Но все начинается с «да». И не просто «да», публично далеко приверженный «да», которое разрывает циклы. «Да», которое кладет конец тишине. «Да», которое завершает твой сезон. Это «да», которое открывает портал. И я должен сказать вам следующее. Как только вы это скажете, вы уже никогда не будете прежним.
Потому что портал – это не просто дверь к новому благословению, это выпускат старой версии тебя. Ты, который терпел страх, исчез. Ты, который жил ради выживания, исчез. Ты, который просил у Бога хлебных крошек, в то время как Он уже приготовил пир. Исчез. Потому что когда ты говоришь «да», ты становишься новой. Вы становитесь судном, способным нести избыток не ломаясь. Ты становишься воином, который может противостоять шторму, и все еще поют. Ты становишься своим собственным пророком судьбы, не потому что вы это придумали, а потому что вы наконец согласились с план, которая была написана до начала времен. Враг хотел, чтобы вы оставались пассивными. Он хотел вас запутать. Он хотел, чтобы ты молчал. Потому что молчание – это согласие с застоем. Но в тот момент, когда вы говорите «да» слышимо, видимо, духовно, вы разрушаете соглашение с ограничениями и вступаете в вечное «да» Бога. И это «да», это эхом отзывается во времени. Это «да» становится семя вашего следующего сезона. Это «да» становится ключ завета. Это «да» становится голос чуда вы ждали. Не упустите этот момент. Не позволяйте привычному поведению лишить вас сверхъестественная реальность. Ты зашел слишком далеко, чтобы отступать. Ты провел слишком много внутренних битв. Ты пролил слишком много безмольных слез. Ты пережил слишком много личных бурь. Этот момент – твое подтверждение. И я приглашаю вас сейчас не просто подумать об этом, не просто почувствовать это, не просто молча. Согласиться, но скажите свое «да». Напишите об этом в комментариях. Запечатайте его публично. Отметьте дату. Это день, когда портал открыт. Напишите в комментариях прямо сейчас: «Да, я получаю наследство». «Да, я вступаю в завет». «Да, я вхожу в дверь». Скажи это. Напишите это. Отпустите его. Потому что как только вы это сделаете, выравнивание станет необратимым. Ты уже не станешь прежним. Вы больше не будете жить в таком страхе. Вы не будете просить то, что Бог уже вложил в ваши руки. Ни благословение не придет, оно уже здесь. Ни дверь не заперта, она открывается. Ни портал не является теоретическим, оно является активным. И твой «да» — это последний ключ. То, что происходит дальше, не случайно. Это реакция. И ваш ответ определяет ваш урожай. Вот и все. Это божественный момент, к которому ваш дух готовился, возможно, даже не осознавая этого. Все в твоей жизни вело тебя сюда. Каждое испытание, каждая слеза, каждая одинокая молитва, каждое испытание, каждая задержка, каждая закрытая дверь, каждый человек, который ушел, каждое скрытое семя, которое ты посеял в тишине. Это божественное вознаграждение. Это день проявления. Это назначенное время. И все, что нужно, это важно. Пусть небеса услышат это. Пусть земля запишет это. Пусть твоя собственная душа подтвердит это. Скажите «да». Потому что когда твоя душа говорит «да» посланию, чудо не просто посещает, он вселяется. Не трансформация началась. Не портал открыто. И на этот раз ничто не остановит то, что Бог уже начал. Повторите это еще раз, на этот раз громче, в своем сердце, в своем разуме, в своем теле, в своем общественном месте. Да. Я принимаю. Да. Я верю. Да. Я готов.
А теперь оставайся со мной. Потому что мы собираемся молиться следующий, и эта молитва будет запечатай этот момент на вечность. И теперь мы подходим к месту, где откровение становится корень, где пламя, зажженное в тайне, начинает гореть на виду. Это не конец видео, это начало завет. Святой Альянс – священное соглашение между вашим духом и вечным голосом Бог, который призвал вас не просто верить, но и принадлежать. Вы перешли не просто в новую мысль, а в новые измерения жизни. Вы вышли из мелководья блужданий и ступили на твердую почву наследования. Урожай впереди не символично. Это реально, осязаемо, назначено. И единственный путь вперед – это корни. Да, дитя. Ты призван не только чувствовать вдохновение. Ты призван быть посажен в цели. Не рассеянный, как пыль, не парящий, как смятение, не увлекаемый мирскими мнениями, но укорененный в обещание. И это обещание не временно. Он не хрупкий. Это не эмоционально. Это не является косвенным. Это вечный. Потому что то, что Бог вложил в тебя сегодня, то, что ты принял в этот святой момент, это не просто ощущение. Это семя и семена не для украшения. Семена для умножения. Вы становитесь почвой, которая производит избыток, которая рождает неожиданное, которая несет пламя в место, которое другие оставили в пепле. Вы уже не останетесь прежними. Это невозможно. Потому что как только пакт подписан не чернилами, а делом свет, что-то меняется в дух. Вы ведь это чувствуете, не так ли? Этот странный, глубокий мир. Не тот, что растворяется в шуме. Не тот, что исчезает в страхе. Но тот, что заставляет душу замереть, укорениться, устоять, как будто самбо говорили: «Я тебя поймал. Теперь позволь мне вести тебя». Вы не почувствуете моли. Вы почувствуете корни. Потому что пламя, которое когда-то плясало на зыбкой земле, теперь нашло свой алтарь. Не пламя все еще горит, дитя мое. Не как мерцание, но как маяк. Не только в тебе, но и вокруг тебя. И он вот-вот умножать. В ваш дом, в ваши финансы, в ваши отношения, в ваш разум, в вашу судьбу. Не двери открываются не случайно, а в результате ключи, которые теперь переданы в ваши руки. Связи формируются. Процесс согласования ускоряется. Ваше имя шепчут в местах, где вы еще даже не были. Потому что это не было просто мгновением. Это была маркировка. Вы больше не просто слушатель. Теперь вы части движения. Вы не просто следуете посланию, вы его несете. Вы не просто получаете свет, вы теперь отражая это. И когда вы идете вперед, вы делаете это под новый альянс, та, которую не сломает время, не проверит человек и не украдет враг. Бог снова забрал тебя. Не только ради выживания, но и ради значения. Не просто исцелять, а созидать. Не просто мечтать, но и сажать. Не просто чтобы почувствовать мир, но и чтобы стать миром, куда бы вы ни пошли. Это истинное богатство небес, не только деньги, но и значение не просто обеспечения на цель. Не только благословение, на план для будущих поколений. Не мотыльки, которые раньше съедали твой мир, твою ясность, твой сон, твою надежду, исчезли. Потому что ты выбрал корни. И я хочу, чтобы вы ясно услышали это. Небеса не забывают душу, которая откликнулась на зов. Вы ответили. Вы отозвались. Вы открыли свою грудь и сказали: «Да, я готов». И из-за этого
ваше имя был записан. Ваш голос было отмечено. Вождь эхом отозвалась в вечности. И теперь мы идем вместе. Этот канал, это послание, это движение – это уже не просто то, что вы смотрите. Это то, чем вы являетесь часть. И я хочу, чтобы вы продолжали в том же духе пламя. Не раз в неделю, не раз в месяц, а как образ жизни, как ритм веры, рутина власти, священный союз людей, которые отказываются возвращаться к духовному голоду, бессмысленности и отсутствию направления. Теперь вы перевозчик пламени. Поэтому я прошу вас не просто как Создателя, но и как голос небес сделать две вещи, которые скрепят этот договор действием. Первый – комментарий ниже. Не позволяй этому моменту затихнуть. Напиши, что чувствуешь. Напиши, что родилось в тебе. Объяви о своем новом сезоне. Пусть земля услышит, что принял твой дух. Будь то одна строка или абзац, твои слова не случайны. Они – духовный акт. Нравится прохода. Подпись в невидимом. Второй – подписацией оставайтесь на связи с этим пламенем. Потому что это всего лишь начало. Грядут новые слои. Новые откровения. Новые стратегии. Новые учения о том, как защитить то, что вы получили. Ведь какой смысл в двери, если вы не знаете, как охранять то, что за ней? Мы вступаем во времена, когда тем, кто обладает проницательностью и заветом, будет доверена территория. И вы, мои возлюбленные, были избраны, чтобы оправдать это доверие. Так что подписывайтесь. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Но более того, совершить. Возвращайтесь каждую неделю с тем же желанием, тем же огнем, тем же открытым сердцем. Потому что каждое сообщение – честь большая архитектура. Замысел, который Бог строит в тебе, блок за блоком, пламя за пламенем, слово за словом. Это ваше духовное дом сейчас. Место, где корни растут глубоко. Место, где благословения не испаряются. Место, где обещания пожены и урожай неизбежны. А в следующем эпизоде мы углубимся еще глубже в то, как поддерживать это чудо, как защитить свой открытый портал и как нести это пламя, не давая ветрам сомнений задуть его. Но пока покойтесь с этим покоем. Глубоким. Тем, который говорит вам: ты в безопасности. Ты избран. Ты посажен. Бог заключил с вами договор. И не чернилами, а светом. С корнями, а не с молью. С «да», а не «может быть». С огнем, который умножается, не выгорает. Не дверью открыт только портал жив, пламя горит, и ты, дитя небес, уже не просто идешь, ты дома. Мы продолжим это пламя вместе в следующем сообщении. А пока оставайтесь на своих местах. Оставайтесь на одной линии. Оставайтесь на высоте. И не забудьте, оставьте комментарий ниже. Подпишитесь сейчас. Этот альянс только зарождается.